Добрый день, друзья! И опять видео об удобрениях. Этот вопрос задается из видео в видео, но зачитаю один вопрос полностью, чтобы было понятно, о чем я буду говорить. Начала изучать информацию про удобрения, о которых вы говорили в своих выпусках. Плантофит, фертика, растворин. И выяснила, что все они используются для листовой подкормки, кроме растворина. Соответственно, дозировка, указанная на упаковке, должна быть использована для обработки по листу. А в агрономических статьях указано, что при таком использовании удобрений дозировка уменьшается в 2 раза. Вопрос. Можно ли использовать данный вид удобрения для корневой подкормки? И нужно ли увеличивать дозу при корневой подкормке вместо листовой? В прошлом году мы с вами делали эксперимент. Удобряли фертикой и удобряли плантофитом. На этих удобрениях написано, что должна быть сделана листовая подкормка. А в этом году я взяла растворин. На этом удобрении написано, что подходит и листовая, и корневая подкормка. Но если взять и прочитать состав, а я как-то рассказывала, что для того, чтобы выбрать удобрение, нужно научиться читать состав удобрения на обратной стороне упаковки. Так вот, если мы возьмем вот эту упаковку, которая рекомендуется для листовой подкормки, и повернем баночку с растворином, давайте на примере фосфора. Вот берем, смотрим, фосфор, формула P2O5. А вот теперь берем баночку с растворином и читаем P2O5. Просто количество может быть разное. Может быть меньше, может быть больше. И можно сравнивать этот состав. Этот. Формулы будут одинаковые. И вот в чем же разница? Что этим можно делать прикорневую подкормку, а этим только листовую. Но мы с вами очень успешно применяли вот эти 2 удобрения в прошлом году и делали только корневую подкормку. Все орхидеи росли, после этого цвели, и никакой разницы в листовой и корневой подкормке не было в этих удобрениях. Но почему рекомендуют листовую подкормку в агрокомплексах? Вот представьте себе поле, гектары, которые нужно удобрять. Там почва, там земля. Мы прекрасно знаем, что после дождя, даже дождя, а не просто полива, в почву все проходит очень быстро, и вода с удобрениями, без удобрений, неважно какая, она проходит глубоко. Достает ли этот корень или нет до этой воды, и успел ли он получить удобрение, большой вопрос. Видимо, нет. Раз на полях, в садах используются листовые подкормки. Ну вот представьте, сколько нужно воды, какое количество воды, чтобы налить так, чтобы корни на поле, на огромном, напитались этими удобрениями. Поэтому применяется листовая подкормка. Все проще и значительно меньше и удобрения, и воды используется. А у нас с вами горшочек. Маленький, большой, литровый, 2-литровый. Мы точно знаем, что мы налили воду, и она никуда не ушла, ни в какой песок. Она осталась здесь, в этом горшке. И корни напитались удобрениями. Теперь, что касается корней. Нужно ли делать меньше или больше удобрений? Вот эти все удобрения, это для домашнего, бытового использования. И если здесь написано, что 2 грамма на литр, то не нужно ни уменьшать, ни увеличивать.
Что делает наш корень? Вот он стоит 15-20 минут, наполненный удобрением и водой. Представьте себе, что вам захотелось пить. А вы хотите какой-то сок, сладкую воду. Сколько вы можете выпить воды за 15 минут? Литр, 2, 3, 5? Нет, вы выпьете какой-то стакан, ну, максимум 2. То есть вам этого достаточно. Вот так же и корням. Посмотрите, у нас с вами не просто растения, а эпифиты, у которых есть корень, основной стержень. А здесь виламен, который пропускает воду, и паренхима, которая впитывает, как губка, эту воду. Но корень же у нас там не вот такой, а вот такой всего. Ну, бывают толще, в палец толщиной бывают корни. Но паренхима, она берет столько этой воды с удобрениями, сколько она может в себя впитать. Больше она не наберет, ей просто некуда ее набирать. Вот сколько она набрала там за 15-20 минут, даже если вы час подержали это растение в воде, вот столько она и наберет, она больше не возьмет. Некуда. Вот уже сказала, даже некуда ей брать. А потом потихонечку, понемножечку, частями, когда есть освещение, листики будут из этих цистерн выкачивать то, что им нужно для жизни. И вот эти удобрения она перерабатывает в течение не менее 2 недель. Для того, чтобы все усвоить, начать расти, начать как-то из них строить вот этого комплекса удобрений. Там же не только азот у нас, фосфор и калий, там же уже у нас и микроэлементы. Вот из этого она строит аминокислоты и так далее. Все перерабатывает в такие соединения, которые ей нужны для жизни, для того, чтобы растить листья, для того, чтобы растить корни, для того, чтобы цвести. Поэтому не уменьшать, не увеличивать. Я никогда этого не делаю. А просто вот как написано на упаковке, так я и растворяю эти удобрения. Поливаю. Вот надо, наверное, тоже объяснить, почему я поливаю 1 раз с удобрениями, 1 раз без удобрения. Вот на хороших удобрениях, сейчас я вам покажу, написано общий азот и еще 1 азот. Вот какой-то из этих азотов орхидея усваивает, а какой-то нет. Потому что разъединить эти 2 азота, ну вот при этих химических реакциях, это очень, ну я читала об этом, это очень дорогое удовольствие. Вот рассоединить эти азоты, и тогда удобрение стоить будет не 100 рублей, а 1000 рублей вот такие 100 грамм. Поэтому их не разъединяют и пишут общий азот, такого азота столько, такого азота столько. Так вот, один из азотов, он остается солями и накапливается в грунте. И для того, чтобы не делать вот этих накоплений, мы 1 раз поливаем чистой водой. Он хотя бы вымывается. Говорить о том, что в керамзит засоливается больше, чем кора, ну это, по крайней мере, не... Кора-то впитывает в себя значительно больше влаги, чем керамзит. Вот казалось бы, керамзит пористый. У него пористая структура. Давайте сейчас возьму вот этот вот кусочек. Вот она пористая структура. Вот эта пористая структура, она плавает. Она не наберет в себя столько влаги. А вот кора, которая может впитать в себя эту воду вместе с азотами, со всеми солями, со всеми удобрениями, вот она имеет больший засот. Какой бы структура она ни была, тонкой, пластинчатой, просто вот как археата,
она моментально набирает. Она же вся пропитывается этим раствором. Но через полив я делаю именно для того, чтобы хотя бы какую-то часть остатков того, что не использовала орхидея и которая ведет к засолу грунтов, хотя бы убрать. Поэтому я могу свои орхидеи в керамзите пересаживать раз в 2, и в 3, там, и в 4, может быть, года. Но они у меня растут значительно быстрее, чем вот такие пересадки. У меня даже есть 1,5-годичные орхидеи, 2-годичные орхидеи, которые так быстро и хорошо растут. Их просто нужно пересаживать, потому что они вырастают из этих горшков. А так можно было бы оставить в керамзите, и никакого налета на керамзите вот этого белого, вот вместе с этими промывками, которых мы один раз делаем чистой водой, один раз с удобрениями, но их просто нет. Нет засола, вот именно засола в керамзите. Удобряйте свои орхидеи. Не бойтесь того, что написано на упаковке, что это листовая подкормка. Мы с вами в прошлом году все это уже испробовали. И со знаком плюс. То есть даем добро на то, чтобы делать корневые подкормки нашим орхидеям. Очень надеюсь, что теперь понятно объяснила. Потому что слишком много вопросов на эту тему. Но если все равно остались вопросы, конечно, задавайте, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Вам опять будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.